Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! Есть самолеты, которые становятся легендой, а есть авиакомпании, которые становятся частью истории. В этом видео полета из Хошимина в Москву мне удалось и то, и другое. Новейший А350 и легендарный А380. Начать хочется не с аэропорта, а с утра накануне полета. Сажусь на поезд по направлению в аэропорт Осаки, Кансай. В него можно купить билет только с выбранным местом. Достался 4-й ряд около окна. В Японии, как всегда, все идеально чисто и ощущения точно 80-е. Салон поезда сохранил антураж. Утреннее солнце и пустой город создает дополнительный эффект. Кажется, едешь не в аэропорт, а куда-то в прошлое. Уже виден Кансай. Про него рассказывал в видео про Японию. Полностью построен на искусственном острове. Иду на регистрацию. Лечу в Хошимин рейсом лоукостера Vietjet Air. Встречаю экипаж, у них необычная форма. По мне, смесь современности, комфорта и военного стиля. Выглядит необычно, но узнаваемо. Не спутаешь ни с одной авиакомпанией. Вот и мой борт. Airbus A321neo. Самолет молодой. Первый полет совершил всего год и 2 месяца назад. Оснащен двигателями Pratt & Whitney, известными из-за проблем с надежностью и массовых проверок по всему миру. Его заправляют и готовят к обратному вылету. В Осаке смена экипажа из-за продолжительности маршрута. Замечаю Boeing 737 MAX авиакомпании Korean Air. Он готовится к вылету в Сеул. Нравится мне их ливрея, привлекает внимание. Началась посадка. Пассажиров приглашали по группам. Сначала тех, кто сидел в хвосте самолета, а затем постепенно продвигались к передним рядам. Место в 9-м ряду. Взял его при покупке билета, он получился в последней группе. Несколько рядов выделены отдельно. Первый называется Skyboss, и к нему идут дополнительные опции в виде еды, багажа и других привилегий. На остальных увеличенный шаг кресел. Несмотря на то, что Vietjet Air – классический лоукостер, с местом для ног на моем 9-м ряду все оказалось терпимо. Пространства немного, но колени в спинку впереди стоящего кресла не упираются, как на борту авиакомпании Ямал в видео полета в Новый Уренгой. КВС сказал, время полета займет 5 часов и 10 минут, но при полете возможно дополнительное время на зону ожидания. Рулили мимо редкого Saab 340 береговой охраны Японии. Без остановки вырулили на полосу и начали взлет. Хороший вид на главный международный аэропорт Осаки, Кансай. Он построен прямо в заливе на полностью искусственном острове. Здесь 2 взлетно-посадочные полосы, а первый терминал длиной 1,7 километра до сих пор считается самым длинным аэропортным терминалом в мире. В последнее время везет с соседними креслами. Рядом оказалось пустое, удобно положить вещи, которые в ногах лежат. Экипаж выкатил тележку, подумал, а вдруг будут кормить, так как рейс длинный. Но нет, это было питание для тех, кто купил дорогие тарифы на первых рядах. В хвосте 2 туалета. Первый заметен сразу, а второй расположен прямо за креслом бортпроводника. Нашел, когда подсказали. Наших авиакомпаний таких не видел. С внутренней стороны такая необычная и тяжелая дверь, словно после входа нужно перевести в положение Armed. Внутри туалета ярко, чисто и только мыло для рук. Билет купил за 11 439 рублей через сервис Trip.com. Заплатил картой МИР. Вьетнамские авиалинии были на 7 тысяч рублей дороже. Все 5 часов полета проспал. Открыл шторку иллюминатора, когда начали снижение. Ого! Внизу строится большой аэропорт. 2 параллельные полосы. Надеюсь, между ними достаточно расстояния, чтобы взлеты и посадки не зависели друг от друга. В интернете посмотрел, это самый амбициозный инфраструктурный проект в истории Вьетнама. Находится в 40 километрах от города, и основная причина его строительства – текущий аэропорт исчерпал все свои возможности. В него перейдет большинство международных рейсов, планируют открыть в декабре 2026 года. Терминал имеет форму лотоса. Выпустили закрылки.
Внизу рисовые поля сменились на городские пейзажи. Видны река Донгнай и пригороды Хошимина. Вдалеке небоскребы центра города и самое высокое здание всего Вьетнама – небоскреб Landmark 81 высотой 461 метр. А вокруг низкоэтажная застройка до горизонта. Население агломерации более 20 миллионов человек. Аэропорт находится в черте города, поэтому пролет над крышами жилых домов проходит до самой посадки. На рулежной дорожке вижу прилетевший внутренним рейсом из Ханоя Airbus A350 вьетнамских авиалиний. Около терминала замечаю необычный Боинг в розовой ливреи экзотической для нас китайской авиакомпании Ruili Airlines. Рулим по перрону дальше. Стоянка будет не у телетрапа, где-то в самом конце. Вижу А321 с логотипом Coca-Cola, который полетит в город Тханьхоа на севере страны. Сразу же после остановки двигателей начинают подгонять трап и подъезжает автобус. КВС поблагодарил за полет и сказал: на улице плюс 36. Разница с самолетом в температуре была градусов 15. При выходе на трап у меня в глазах аж немного потемнело. Оказывается, приставили второй трап, и автобус с пассажирами последних рядов уехал раньше остальных. Привезли в терминал, в котором было чуть прохладнее, чем на улице. Иду по коридору и попадаю в зону границы, в которой стоит гигантская очередь. Ее никто не регулирует, если сначала она идет змейкой, то дальше превращается в хаос, где каждый сам за себя. Для въезда в страну с целью туризма гражданам России виза не требуется, только заполнить онлайн-форму перед вылетом. В очереди провел 1 час и 10 минут. На контроле никаких вопросов не задали. Взяли паспорт, поставили штамп, вернули паспорт. После выхода главная задача поменять деньги. Долларов 100 хватит. Обменников целый ряд. Все кричат: «Мистер, мистер, лучший курс!» и набирают его на калькуляторе. Не знал, какой курс лучше. В первом мне предложили 2 миллиона 400 тысяч донгов за 100 долларов, в последнем 2 миллиона 610 тысяч. Это почти на 9% выгоднее. Выхожу, в лицо жара, и напротив выхода установлены места, как в театре. Хорошая идея. Выходишь прямо на сцену города. Забронировал отель максимально близко от аэропорта. Обычный Ибис. С зоны выхода на посадку его даже видно. Рукой подать, Google карты показывают, 11 минут пешком, думаю, можно сократить через парковку. В аэропорту таксистов у выхода хватает. Пристают, как на рынке. Один спросил, какой отель, и, услышав, ответил: «Туда пешком не дойти». И вдруг вспоминаю, что уже видел путь пешком в этот отель в одном из видео авиаблогера Ноэла Филлипса. Он точно так же шел по этой же дороге. Google карта показывает тротуары, а их нет. Вижу полицейского, и на его глазах начинаю идти прямо по дороге. А другого варианта нет. Перебегаю еще 2 полосы, хорошо, на них есть светофоры, и возможно дождаться окна. Дохожу до отеля мокрым, точно вышел из бассейна. В лицо жара и как-то парит. Находиться на улице невозможно. В отеле сразу же заселяют. Взял номер через Трипком за рубли. Давайте его посмотрим. Какой он авиационный получился. На стене написана цитата Генри Форда: «Когда все против тебя, не забывай, самолеты взлетают против ветра, а не по нему». Стандартная комнатка для сетевого отеля. Несколько часов поспал, хотел пойти в город, а там шел ливень. Добрался только до магазина купить перекусить. Утром через приложение Grab вызываю такси. Будет водитель на Hyundai i10. Ставлю точку в самый центр здания главного почтамта. И как только отъезжаем, мое первое впечатление – это невозможно. Здесь же полный хаос. Поток из мопедов и редких велосипедов. И автомобиль – это что-то чужеродное, будто правил нет вообще. Спустя минуты первого шока понимаю, здесь работают принципы взаимодействия друг с другом. Будь предсказуемым и думай о том, кто сбоку или сзади тебя. В таком ритме аварий не видел. А после выхода из машины специально проверил, сколько царапин и вмятин. Не нашел ни одной. Ехали долго. Вот и он, красивый колониальный почтамт. Около него много туристических групп. Половина из них явно внутренние туристы.
Архитектура напоминает мне европейские вокзалы. На стене портрет Хошимина. В основном продают сувениры, всего несколько зон относятся к почте. Выхожу и встречаю двухэтажный туристический автобус. Как же он передвигается в таком безумном трафике? Напротив снималась реклама премиальных новозеландских яблок. Хороший местный маркетинговый ход. Если в городе миллионы людей передвигаются на скутерах, реклама должна ехать вместе с ними. В центре на каждом углу бесконечные парковки мопедов. Национальный вид транспорта. Не понимаю, как они их не теряют в таком море стоянок. Сделал несколько шагов и увидел целый дворец независимости Вьетнама. Обычно дворцы представлял по-другому, а здесь бетонное аккуратное здание. На территорию можно было попасть только через покупку билетов. Решил в следующий раз сходить. Все больше и больше людей на скутерах едут в сторону центра. На улицах открываются маленькие лавки и кафе, и начинается готовка еды. Кто-то уже занял маленькие пластиковые стулья для утреннего кофе и фруктов, которые скоро будут продаваться на каждом углу. В Google картах набрал свое любимое – рынок, и оказалось, он в нескольких кварталах. Подходя, увидел в продаже сладкое привычное манго. А вот на самом рынке все выглядит как разводилово для туристов. Начали приставать с приглашением перекусить или купить безделушки. Зазывали на всех языках подряд, а товар на витринах не всегда выглядел свежим. В другой части рынка продавали разнообразные замороженные креветки и живых крабов. Но не понял, могут ли они это все сразу приготовить. Рынок не впечатлил. Все какое-то из морозилки и коробок. С другой стороны дороги несколько обменников для туристов, где не разрешают снимать. Буквально прогнали, стоило навести камеру на табло. Вокруг на улицах разнообразие фруктов. Некоторые виды мне незнакомы. Буду благодарен, если вы поделитесь, как называются красный, похожий на морского ежа, и на сливу. Много драгонфрукта, а вот манго продавали только в отдельных местах, а не повсеместно, как в Таиланде. Уличная еда мне показалась более простой, если сравнивать с Бангкоком, с меньшим упором на чистоту, но выглядит и пахнет все отлично. Небольшое кафе, которое с утра уже готовило супы. Заметил у них и целый прилавок с рыбой и морепродуктами. Взял креветки и кусок жареной рыбы. Мне принесли дополнительно белый рис. На вид выглядело гораздо лучше, чем на вкус. Кажется, это все-таки было все вчерашнее и разогретое. Не понравилось и показалось дороговато. Возможно, развели туриста. Еще прошел несколько кварталов, температура на улице стала невыносимой. Если кто-то работает по пояс раздетым, то мотоциклисты спасаются, наоборот, куртками, не пропускающими солнце. Вызвал такси, вернулся в отель, несколько часов провел за компьютером, решил выйти прогуляться, а тут опять полил дождь. В соседнем здании находится торговый центр, 20 метров с арендованным в отеле зонтом, и все равно оказался весь мокрым. Дождь так и не останавливался до самого отъезда. Вылет в 23:50, решил сесть на шаттл из отеля в 20 за 4 часа до вылета. На ресепшн при заселении заплатил дополнительно за поздний выезд. Водитель шаттла уточнил, какой у меня терминал, так как он не едет в 3-й. Мне нужно было во 2-й, международный. 10-минутная поездка и выхожу в крытую зону. Много людей. Иду в зал посмотреть, где будет регистрация. На входе есть выборочная проверка пассажиров и багажа. Буква H. Это куда-то направо. Вот и нужная зона. Регистрация еще не началась, но пассажиры стоят. Иду, становлюсь в самую длинную очередь для эконом-класса и замечаю стойки для тех, кто уже зарегистрировался. Перехожу в другую. Передо мной человек 7. Регистрация начнется только через 20 минут. Нужно было сесть на один шаттл позже. За 2 минуты пришли сотрудники, вышли к пассажирам, поклонились и сразу же приступили к работе. В таких деталях Азия всегда узнается. Сбоку работу сотрудников контролировали 2 старшие в форме авиакомпании. Выдали посадочный, заранее выбранным местом 41К около окна. Несколько раз попросили не опаздывать на посадку и отправили в сторону паспортного контроля. Здесь, как и на прилете, была внушительная, еле двигающаяся очередь. И опять не самая очевидная ее организация. Около 40 минут простоял в ней. Далее не самый долгий шаг по безопасности, ноутбук вытаскивать и включать не просили. Работало много линий контроля. И попадаю в чистую зону. Сначала нахожу свой выход, номер 15. Через окна видно А350 Emirates уже у телетрапа. Время в полете из Дубая у него заняло 7 часов и 50 минут. В момент покупки авиабилета на рейсе был заявлен А350. Подумал, классно, полечу на новом самолете.
Спустя несколько дней мне приходит сообщение о том, что изменилось место. Захожу, а там уже стоит Boeing 777-200. Их несколько штук осталось в авиакомпании Emirates. Но за несколько дней до вылета получаю опять сообщение. Опять место перенесено. И смотрю, будет рейс выполняться на А350. Классно! Попробуем самый новый продукт у авиакомпании. Выдали 4 посадочных. Ну как 4? 2 для полета из Хошимина в Дубай и из Дубая в Москву, и 2 ваучера в отеле по программе Dubai Connect. Когда покупал билет, время стыковки в Дубае было 6 часов, и авиакомпания предложила мне воспользоваться этой услугой. Потом время вылета в Москву изменилось на 1,5 часа раньше, соответственно, стыковка получилась меньше, но на регистрации все равно ваучер в отель выдали. Посмотрим. Вот так выглядят 2 ваучера. Мне предложили поселиться в 4-звездочном отеле Копthorn, где-то около аэропорта. Удивился этой услуге с моим самым дешевым билетом в эконом. На перроне готовили к вылету Dreamliner авиакомпании Jetstar в Мельбурн. У них, как и у наших самолетов, есть проблемы с покраской носовых обтекателей. Запускался 737-800 авиакомпании Hainan Airlines в город Хайкоу, а за ним рулит борт Vietjet Air в Гуанчжоу. Это Airbus A321neo, на таком же вчера прилетел из Осаки. Идут пилоты с моего рейса. Справа командир и слева второй пилот. Их легко отличить по количеству полосок на рукаве. На рейсе в кабине их будет 2. За ними к выходу на посадку подходят и бортпроводники. Девушки в узнаваемых бежевых костюмах с красной шапкой и кремово-белой вуалью. Авиакомпания поясняет, вуаль имеет 7 складок, отсылка к 7 Эмиратам. До начала посадки еще много времени. Решил прогуляться по терминалу в поисках воды и просто посмотреть. Цены не ниже, чем в Шереметьево. Бутылка французской воды почти $5, обычной от 2. Магазины и торговые точки не понравились. Все как на базаре. Постоянно окрикивают и приглашают зайти или посмотреть, и стоят за спиной, если что-то рассматриваешь. Ну и цены в несколько раз выше даже на обычную еду. Время посадки в самолет. У меня стояла 2 группа, поэтому пригласили сразу после бизнес-класса. На створках шасси надпись «Excel». Это часть бортового номера. Выпущен в октябре 2025 года. А350 – это новый тип для авиакомпании Emirates. Начали их вводить в свое расписание только в прошлом году. В салоне на входе стоят 2 бортпроводника. Проверяют посадочные и показывают, каким проходом быстрее пройти к месту. Внутри первое впечатление, как в дорогом автомобиле. Если обычно в авиакомпаниях в этих зонах все из металла, то здесь обито приятным материалом. Сначала эконом-премиум с красивыми креслами. 3 ряда по 7. Для А350 это один из ключевых продуктов Emirates. За ним эконом в классическом для этого типа схеме 3-3-3. У меня место на 41-м ряду во втором салоне, практически в самом конце самолета. На креслах уже лежат вещи для комфорта. Сажусь и сразу вау! Не могу передать через видео, насколько большие и качественные 4К мониторы. Новый уровень для эконома. Взглянем на набор. Наушники с шумоподавлением. Подушка. Тяжелый такой плед, что-то даже по ощущениям в сторону одеяла. В мониторе зарядка USB классическая и новая USB-C. А посмотрите, какая шторка. Обычно такие ставили в премиальные классы, а теперь для всех. Один вопрос, ее могут удаленно закрыть и открыть бортпроводники или нет? В А350 иллюминаторы огромные, позволяют увидеть всю красоту полета. Шаг кресел хороший, для блока из 3 кресел всего 1 перегородка и большая свободная зона. Вернемся к экрану. Он регулируется и компенсирует наклон, если пассажир спереди откинет спинку. Качество картинки и отклик изумительные, словно это дорогой современный планшет. А количество контента не пересмотреть. Их система развлечения объективно одна из лучших и самых насыщенных в мире. Отдельно отмечу музыку в салоне, пока идет посадка. Хотя дать послушать здесь не смогу из-за авторских прав. Играет не просто фоновая музыка, а что-то в духе лобби 5-звездочного отеля. Классический американский джаз, мягкий вокал и далее более узнаваемые поп-песни. Необычная деталь, но она сразу работает на атмосферу красивого путешествия. На креслах удобные большие подголовники. Несколько дней назад прочитал, авиакомпания на этот тип начала устанавливать обновленные с еще лучшей поддержкой для сна. В мониторе нашел информацию о полете.
Здесь бортовой номер самолета и приветствие от руководителя кабинного экипажа, или по-простому старшего бортпроводника, которого зовут Гилберт. Несколько блоков информации о программе часто летающих пассажиров и времени в городах. Тут есть и меню, давайте его посмотрим. Надеюсь, не будет так, как с Air Astana, когда оно никак не соответствовало реальности. О, будут 2 раза кормить, сначала ужин и при прилете завтрак. Есть несколько камер, с разных ракурсов можно смотреть, что происходит перед самолетом и вокруг. Как только посадка закончилась, в салоне началось оживление. Ну, какая милая деталь! Бортпроводники ходили и предлагали сделать снимок на моментальную камеру. Потом прочитал, у Emirates это в основном задумано для семей с детьми, но на этом рейсе, кажется, не отказывали никому. Улыбнулся, поднял руку и попросил фото. Мне сказали, выгляжу точно как командир этого самолета. Дали примерить форму и выдали снимок на память фирменной рамки. Потрясающая мелочь. Видел, как другие пассажиры фотографировались и с бортпроводниками. Все улыбались, всем было приятно. На экране показали на 3 языках инструкцию про безопасность. Отметили в самом ее начале, что у Emirates нет шуток или известных актеров в этом видео, в отличие от других. У каждого есть индивидуальный обдув. Несказанно повезло. Рейс был неполным, и весь блок из 3 кресел оказался свободным. Запустили оба двигателя и начали руление. Вышел на связь КВС, сказал, лететь до Дубая 6 часов и 35 минут. Сегодня экипаж из 10 стран и говорит на 12 разных языках. А рассказал, на какую полосу мы вырулим, что взлетим на юго-запад и сделаем правый разворот. В это время в аэропорту не было трафика, и на полосе мы оказались через 5 минут. Медленно вырулили, включили фары и начали взлет. Минут 15 плавного набора высоты и дали разрешение начать сервис бортпроводникам, но пассажиры все еще должны были быть пристегнуты. Выдали меню, оно совпадало с тем, что было в системе развлечения. Говядина или курица, выбор из 2 горячих на основной ужин. На борту не было обычной розетки для зарядки, поэтому подключил через порт в экране. Зарядилось быстро. Время посетить туалет. Он просторный, есть мыло и крем для рук, и брендированные стаканчики, скорее всего для чистки зубов, но щеток не было. Вернулся на свое место, уже шел сервис. Один бортпроводник наливал напитки, второй раздавал горячее. Выбор напитков был большим, в том числе и крепких известных мировых брендов. Мне передали поднос, и он был тяжелым, одной рукой держать сложно. Давайте посмотрим, как кормят. Говядина в виде гуляша с грибами, с картофельным пюре. Отличный запах и порция раза в 2 больше, чем обычно кладут в косолетки. Салат и десерт. Еще набор шоколадок, масла и сыра. Сравниваю с Этихад, на котором летал в прошлом году. Существенно разнообразнее порция. И, конечно же, железные приборы. Бортпроводники закрыли последние 2 ряда в салоне эконом-класса. Там они отдыхали между ужином и завтраком. Удобно разместился на 3 креслах с 3 подушками и заснул. В середине полета минут на 10 была такая сильная турбулентность, что включили освещение и сказали всем срочно пристегнуться. За 2 часа до прилета предложили завтрак в виде бутерброда, кекса и горячих напитков. Большинство пассажиров отказались, полет ночной, почти все выключили мониторы и спали. Вдруг в темном салоне включили все мониторы и громко начался будто трейлер в кинотеатре перед фильмом. Получилось сонно, но эффектно. Показывали отрывки из произведения Ханса Циммера «Бриллиант в пустыне» про Дубай. КВС обратился к пассажирам, пожелал всем доброго раннего утра, сказал: в Дубае отличная погода, температура плюс 31. Мы прибываем в Конкорс Би, терминала номер 3. Бортпроводники прошлись по салону и собрали пледы. Одновременно закрылками вышли из шасси, и в иллюминаторе уже просматривается приветствие прибывающим в Дубай. Руление после посадки заняло около 10 минут. Виден внушительный флот авиакомпании. Забыл сказать, удивлен отсутствием мини-наборов на таком рейсе. Этихад и Катар дают маски для сна и беруши, а здесь все ушло в еду. В терминал пригласили быстро, прохожу еще раз через премиум эконом и обращаю внимание на чистоту. Нужно будет как-нибудь пролететь всеми классами Emirates. Смотрю на вывески. Мне, наверное, в сторону выхода в город, спросить про отель.
На входе в терминал стоит вот такая машина с шашечками, как такси. Сверху надпись «Поездка бесплатная», но никто не воспользовался. Все идут пешком после рейса. Много эскалаторов, поворотов, слышу даже шум водопада. Приятные ощущения. Спускаюсь в зону прилета. В город выходить не собираюсь. Хочу подойти к стойке Dubai Connect и спросить, есть ли смысл ехать в отель и, может быть, заменить на доступ в бизнес-зал. Их офис находится справа от эскалатора и обозначен вывеской. Кроме меня никого нет. Сказали: сори, ничего сделать не можем, иди поднимайся наверх и жди свой рейс в аэропорту. Спросил, может быть, бизнес-зал? Сори, нет. 2 ваучера забрали и показали, куда идти, в чистую зону. Мой вылет будет с выхода А21. Мне нужно из терминала Б добраться в терминал А. Прошел быстрый контроль безопасности и на подземном поезде добрался за пару минут до другого терминала. Потеряться нельзя. Везде понятные указатели. В какую бы сторону пойти? Туда магазины и в другую сторону магазины. В некоторых зонах ремонт. До посадки 3 часа. Пойду погуляю. Сразу попадается официальный магазин авиакомпании, стилизованный под фюзеляж самолета. Зайду на минуту. В основном детские вещи и модели самолетов. В одной секции нахожу пижамы, как в 1 классе. Мягкие и нежные. Нахожу свой выход на посадку. Здесь еще никого нет. В Дубае рассвет, солнце поднимается и перрон видно все лучше. Но вот стекла не позволяют рассмотреть всю картину полноценно. Airbus A380, который полетит в Москву. К нему приехал экипаж. Обратите внимание, к автобусу подцеплен большой прицеп, перевозящий багаж. В среднем экипаж на такой рейс, с учетом пилотов, 26 человек. На полосе приземлился А380 из Мумбаи. Только сейчас обратил внимание, на этом типе самолета реверс только на 2 из 4 двигателей. Солнце все выше и обзорность все хуже. В кафе взял недешевую бутылку воды и булочку. Около соседнего выхода А23 шла посадка на один из 6 ежедневных рейсов в Лондон Хитроу. Они все выполняются на А380. У авиакомпании сейчас самый большой в мире флот этих гигантов. Согласно сайту, в 2026 активно летает 110 бортов в 4 разных конфигурациях. Есть несколько штук в двухклассном варианте, у которых на борту 615 кресел. В терминале становится все больше и больше пассажиров. В основном транзитные прилетели из разных точек мира и пересаживаются на следующие рейсы. Незаметно прошло 3 часа, и уже время посадки на рейс в Москву. Было несколько очередей для разных классов обслуживания. Это еще не посадка как таковая в самолет, а приглашение в накопитель. В нем просят занять места согласно номеру группы, указанному в посадочном талоне. Борт, который полетит сегодня в Москву, имеет 14 кресел в 1 классе, 76 в бизнесе и 399 в экономе. Всего 489 мест. Это классическая схема для авиакомпании. Моя группа на посадку номер 6. В самом конце, получается, буду. Когда начали приглашать, почему-то группу 6 озвучили одной из первых. Здесь проверяют только посадочный и соответствие номеру и пропускают дальше. Было 2 девушки с билетами в бизнес-класс. Их не пропустили, а попросили подняться на лифте на 2-й этаж и там пройти. Зайти в самолет можно через 3 телетрапа. На 2-м этаже пассажиры 1-го и бизнеса, а 1-й этаж, он же палуба, отдан эконому. Выглядит все масштабно. На входе встречает сотрудник и направляет в нужную сторону. Ого, тут гигантская лестница. Мое место на 50-м ряду, последнем в этом салоне, около иллюминатора. Выбрал при покупке билета, хотел получить красивый вид на крыло и двигатели. Схема салона 3-4-3. Экраны не такие большие, как в А350, но и не маленькие, как обычно. На кресле знакомая картина. Большие наушники, плед и подушка. В этом ряду места много из-за особенностей фюзеляжа. На стенку не облокотиться. И шаг кресел, как на аварийном ряду у большинства авиакомпаний. Во время подготовки к вылету дверь в кабину пилотов была открыта, и можно было краем глаза заглянуть внутрь. На этом рейсе командир и 2-й пилот. Это место в интернете называют шкафом Гарри Поттера. Здесь офис старшего бортпроводника. Отсюда он управляет летающим отелем на 500 человек. Системы, связь, документация. В моем салоне все заняли места, но бортпроводники активно работали с ручной кладью пассажиров, помогая найти свободные полки. Девушка по имени Эмили не говорила на русском, но находила подход к каждому пассажиру и заботилась, чтобы всем было удобно. Великолепная работа и сервис. Все остались довольными.
На другом ряду работала девушка из России. Уже начались последние приготовления перед вылетом. Вышел на связь главный бортпроводник, обратился на нескольких языках, в том числе и на отличном русском. Объявил, экипаж сегодня говорит на 22 языках. Нас уже начали буксировать. Появилась инструкция по безопасности на мониторах, в том числе на полноценном русском языке. В первом классе место для багажа предусмотрено внутри вашей каюты. Вышел на связь КВС, представился как Ворон из Австралии, второй пилот Артур из Бразилии, старший бортпроводник Саша из России и кто-то еще из Бразилии. Лететь до Москвы будем почти 7 часов, сообщил КВС и уточнил про безопасный маршрут и полный облет воздушного пространства Ирана. Еще не взлетели, а пассажир уже заснул, неудобно из-за такого расстояния. Из 3 видеокамер в системе развлечения работала только одна. На полосе готовился к взлету такой же двухэтажный А380. Рулим по такому интересному круговому движению, как на дороге. Мимо буксирует Boeing 777-300ER, который вчера прилетел из Коломбо и через несколько часов улетит рейсом в Малайзию в Куала-Лумпур. В аэропорту 2 параллельные полосы. С одной взлетают, на другую садятся. Прилетел 737 Fly Dubai из Ашхабада и взлетает Boeing 777 рейсом в Германию, в город Гамбург. Хвосты самолетов авиакомпании уходят до горизонта. Вышел на связь КВС, сказал: пропустим сейчас одного тяжелого и готовы к взлету. Им оказался такой же А380, который полетел в Лос-Анджелес. Время в полете у него заняло 16 часов и 37 минут. Летел он через территорию России и, наверное, в районе Северного полюса. Вырулили на полосу, подождали пару минут и начали медленный разгон и медленный взлет. Иллюминатор был не совсем чистый, поэтому 2 полоски мешают картинке. В дымке видна Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. Пролетев береговую линию, сделали правый разворот на 180 градусов и полетели на восток в сторону Фуджейры. Объявили о доступности интернета на борту. $20 за весь полет и 10 за 30 минут. Бортпроводники сняли головные уборы и начали раздавать пассажирам меню. Моему невысокому соседу простора хватило с запасом. Выпуская меня, он даже не вставал. 2 раза будут кормить. Сначала закуска и ближе к посадке полноценный обед. Вот только не знаю, что такое солнечник, приготовленный на пару. Вдруг оживление. Как и на прошлом рейсе, команда фотографировала всех желающих на память. Все-таки отличная идея. Начался первый сервис. На такой небольшой салон выделено 2 человека. И здесь у каждого над головой персональный обдув. Эмили рекомендовала попробовать яблочный сок. Взял его, чай и бутерброд с сыром. Сытный, причем сразу и со светлым, и с темным хлебом. Еще один раз предлагали долить любые напитки. На 2-м этаже 1 класс с душем. Лестница огорожена, и там виднеется бар для пассажиров 1 класса. Святая святых этого самолета. На этом рейсе туалет был идеально чистым, но доступных люксовых мелочей 2 – мыло и крем. И классный дизайн со вставками под дерево. В этой зоне 4 туалета для пассажиров. На первой двери заметил классную табличку Airbus. Рядом индикатор, в каком положении дверь находится. На других дверях есть дополнительные наклейки, которые улучшают вид на 2 двигателя для бортпроводников, если вдруг случится нештатная ситуация. Сначала в конец самолета пройти не так быстро, расстояние приличное. В хвосте еще один блок из нескольких туалетов и винтовая лестница на 2-й этаж. Кстати, там есть даже бар для бизнеса и 1 класса. В салоне много золотого брендинга авиакомпании.
Во всем чувствуется претензия на роскошь и желание отличаться. И это получается. В первом салоне за последним рядом посередине большое пространство. На долгом рейсе можно вполне и йогой заняться. Где-то за 3 часа до посадки начался второй сервис. Опять с напитков и далее предлагали горячее. Солнечник оказался рыбой, не знал такое название. Как и на предыдущем рейсе, тяжелый набор, вкусное все и железные приборы. Сосед взял курицу, размер порции которой выглядел больше, чем у меня. На этом рейсе был разговорчивый КВС. Опять обратился к пассажирам, сказал, на посадке будет турбулентность, погода в Москве отличная, будем заходить на полосу направлением на юго-запад. В полете камеры начали работать, но их качество было не такое хорошее, как у А350 на предыдущем рейсе. Начали снижение, пролетали мимо высоких грозовых облаков. Включили табло «Застегнуть ремни», экипаж проверил у всех ремни и даже принес кому-то добавки из крепких напитков. Наливали без ограничений. В иллюминаторе заметил взлетно-посадочную полосу. Посмотрел по карте, это аэропорт Протасово в Рязанской области. Пассажирских рейсов там нет, только малая авиация и вертолеты. Немного потрясло при обходах облаков, как и сказал КВС. Вижу аэропорт Жуковский с его длинной полосой, а перед ним как будто тоже аэропорт, но заставленный машинами. Это уже не действующий Быково. Закрыли в 2010-м, но с высоты очертания еще понятны. А380 идет как тяжелый поезд по рельсам. Сделали несколько разворотов и плавно начали снижение для посадки. Не слышал звук выпуска закрылков и шасси. Мне показалось, затормозили мы в середине полосы и потом еще катились в самый конец. Или пилот так решил, или в аэропорту такие правила для этого типа самолета. С такими размерами не на каждую рулежку поместишься. Стоят два 777-200 Red Wings. На перроне ехала машина в полной ливреи S7 Airlines. Забавно выглядит. Около терминала внутренних линий было пусто, и это печально. Недавно летал в Новый Уренгой, и тогда ночью тоже никого не было. Не думал, что такая ситуация и днем. У меня в телеграм-канале был пост про это. У второго крыла стояли 2 борта уральских авиалиний. А321 недавно прилетел из Душанбе. Рядом стоит оранжевый агрегат. Это кондиционер или установка воздушного запуска. Мы медленно рулим за Follow Me машиной. А380, как гигантский океанский лайнер, неспешно причаливает к высоким телетрапам. Как только самолет остановился, все тут же вскочили с мест. Мой 50-й ряд был стратегически расположен около второй двери, которую открыли первой. Обратил внимание на девушку в красной накидке. Это отдельная роль у авиакомпании. Не полноценный бортпроводник, а ассистент поддержания премиальных зон. Выхожу и иду в зону паспортного контроля. Оу, здесь случилась авария. Надеюсь, никто не подскользнется. На границе были только пассажиры Emirates, работало много кабинок. Прошел за пару минут, однако сотрудник подозревал меня в чем-то и задавал много уточняющих вопросов. В зоне получения багажа прямо посреди коридора, как на Павелецком вокзале, стояли сотрудники с тележками и предлагали услуги носильщиков. А на таможенном контроле всех просили поставить вещи на проверку. Иду искать назначенную машину такси. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Поехал домой.